Приветствую всех любителей турбореактивной тяги. Выпилил место под двигатель и уже начал операцию по переносу его под капот. Все-таки решил брать задний двигатель, вот этот. Тот, что лопатку чинил, решил не использовать пока. Во-первых, этот по-любому разбирать. Здесь внутри есть уникальная деталь, которая для обоих двигателей реактивных подходит. И без нее никак, потому что она между соплом и движком. А там между свободной турбиной и движком. В общем, по-любому придется использовать ее, ну вы увидите. Много навесного остается на этом двигателе, а на втором нужно было бы делать все заново. Это тоже сыграло немаловажную роль в выборе этого варианта. Ну и плюс этот движок налаженный, нормально работает. Я думаю, было бы правильно использовать именно его. Ну а тот останется про запас, мы его обязательно протестируем и поймем, как будет работать восстановленная лопатка. ТРД уже сдернул с креплений и разматываю провода. Нужно будет их пометить, кое-какие разрезать и потом соединить все заново. А еще нужно будет разрезать капиллярные трубки и потом нужно их будет подпаять. Потому что они идут на приборы и показывают давление масла, давление топливной системы. В общем, посмотрим, буду решать проблемы по ходу их поступления. Ну а пока размотка изоленты, чтобы освободить провода. Релаксирующий процесс. Все нужно делать постепенно, потихоньку, с удовольствием. Перекусываю последний провод. Все, теперь можно идти ставить движок под капот. Его здесь больше ничего не держит. Сопла надо снять, чтобы лишнюю массу не таскать. Вот. А внутри как раз таки та самая деталь, которая общая для двух моих двигателей. Надеюсь, войдет и не нужно будет ничего допиливать. Вроде бы место есть. Все, силовая установка под капотом. А это, ребята, поверьте мне, практически мы уже поехали. В общем, вот так оно выглядит. Очень длинный двигатель получился. Все-таки подтарчивает он здесь. К сожалению, где-то сантиметров на 15 он выступает за пределы бампера. Это печаль, конечно. Ну, не знаю, надо как-то будет вырезать. Может, какой-то обтекатель, что-то такое сделать. Чтоб не видно было его. Сейчас прикручиваю. И нужно будет соединять все шланги, все трубки, все провода. Чтобы не было слишком сильно стыдно, надо вот это вот хозяйство убирать. Это реле, блок поджига и трубу. Вот такие вот дела. И тогда будет торчать лишь один стартер. Это, в принципе, не так уж-то и страшно. Ужас, что творится, потерял где-то моток изоленты. Поэтому использую бэушную. Любителям экономии это должно понравиться. Я ее разворачиваю. Ну, это то есть та, которую только что снял с кабеля. Тут остатки остались. Скоро и она закончится, короче. Все-таки моток утерянный придется искать. Либо ехать, покупать, тратить время. Ну, а так вообще-то все удачно получается. Реле стартера здесь. Ну, а рядышком будет площадка под аккумы. Я здесь уже освободил место. И аккумчики стартовые будут стоять вот здесь. Что-то как-то хорошо дело пошло. Буквально за часик проложил все провода заново. Поставил по-новому блок зажигания. Вот так вот он теперь стоит. Провода проложены по правому борту. Вот они идут и заходят в салон. Вот туда. Уже, в общем-то, что-то можно протестировать. Пробуем, что у нас здесь работает. Пока что вот это дело не включается. Ну ладно, стартер должен работать. Опа!
Работает. Дует аж по ноге, слышу. Начинает движок потихонечку оживать. Идет ветерок из отверстия. Одно из самых сложных, что сейчас осталось, это нужно будет сделать выхлоп. Давайте попробуем на нейтралочку включить, разогнать и посмотреть, будет ли крутиться турбина. Нет, свободная турбина не разогналась. Этого ветра ей недостаточно, чтобы разогнаться. Ну да ладно, ничего страшного. Разгоним. Как всегда, у двигателя хороший накат. Долго останавливается. Попробуем работу насоса. Насос работает. Ну, зажигание не работает, потому что нужно подключать другую батарею. Такое ощущение, что прям совсем чуть-чуть осталось, и мы оживим этот автомобиль. Сейчас решил заняться выхлопом. Ну и сделать кронштейн под бачок. Кронштейн буду из стального листа делать. Сварю здесь уголком, то есть усилю. Будет все нормально. Ну а вот с патрубком выхлопным все оказалось гораздо интересней. В общем, я просто поражаюсь с этих всех дел. Поражаюсь, что можно у нас в России найти на металлоломе. В общем, я как нормальный человек нашел вот такой лист. Он не магнитится, не ржавый. Я думал, что он из нержавейки. Ну, думаю, пригодится для будущих проектов. Начал размечать, но что-то цвет его оказался какой-то подозрительный. Очень подозрительный. В итоге попробовал на искру, оказалось, это лист титана. Это вообще шок какой-то, ребята. Ну, в итоге буду делать из стального листа. Толстого, к сожалению, нет у меня. Искать, ездить по металлоломам как-то что-то мне немножко надоело уже. Хочется использовать то, что есть в мастерской на данный момент. Ну, тут два варианта. Либо с этого листа сделать, выпилить. Либо с уголка выпилить металл потолще и сварить с кусочков. Ну, скорее всего, сделаю тоненький, но постараюсь сделать качественно, чтобы ничего сильно не повело. Все должно будет держать. Здесь выхлоп не такой уж прям, чтобы сверх высокого давления. Поэтому должно быть нормально. Но вот этот лист титановый меня просто поразил. После тик-сварки у меня получился вот такой кронштейн под бачок. Он легенький и должен легко монтироваться. Ключевое было, чтобы легко можно было смонтировать и жестко держался. Ребра жесткости. Это площадка, ну а этой стороной он крепится к карабасу. Далее по плану доделать все-таки вот эту вещь. Перед сварочкой надо ржавчинку хорошенечко убрать. Частично шабером это сделаю. Теперь с полос металла буду потихонечку делать выхлоп. Работа будет основана на импровизации. Главное добиться, чтобы выхлоп был расширяющимся. Выхлоп потихоньку вырисовывается. Надеюсь, не прогорит, потому что делаю с обычной железяки. Такой вот выхлоп получается, ребят. Я не знаю, где брать нержавейку в таких количествах, поэтому делаю с обычной железки.
Ребят, я, конечно, в шоке, как это все теперь выглядит. Подкапотная потихонечку заполняется. Приложил выхлоп. Выхлоп немножко надо доработать, не насаживается. Но он уже фактически готов. Его нужно удлинить, но это уже мелочи жизни. То есть где-то сантиметров на 20, на 30 буду удлинять и расширять. Это уже гораздо проще сделать, чем сварить такую закругленную конструкцию. И дело должно быстро пойти. Из основного осталось подключить патрубок, сброса масла. Здесь теперь их два, со свободной турбины и с газогенератора. И оба будут входить в бачок. В общем-то, такие дела. Парочку датчиков нужно подключить. Не все капиллярки я еще спаял, это в салоне делается. Ну, а так как бы фактически все выглядит вот так вот, ребят. На данный момент очень-очень круто. Конечно, когда я только поставил движок, он как-то сиротски смотрелся. Но с бачком и с выхлопом уже совершенно другое дело. Выглядит уже эпично. Приближается этот знаменательный день, когда мы будем стартовать. Глядя на все это, техническое безумие, все время задаюсь вопросом. Если ребята, которые обозревают мобильники, всякие разные планшеты, ноутбуки, являются техноблогерами, то какую же тогда нишу в Ютубе занимаю я? Что же я такое? Итак, все подключил, пошла подготовка к запуску. Залил керосина. Заливаю масло. Без вас я уже давным-давно ничего не запускаю, потому что были проблемные случаи, когда запускала, оно в тартарарык полетело, и вы этого не видели. Постараюсь, чтобы впредь такое не повторялось, поэтому будем запускать все вместе. Все вроде бы готово, можно пробовать. Так. Включаю масляный насос. Странно, но давление не поднимается. Магистраль увеличилась. Возможно, из-за этого. Ну, мы кратковременно, ребят. Но эту проблему нужно будет решать по-любому. Я уже забыл, как это делается. Отжиг есть. Какой-то из этих тумблеров, кажется, надо включать. Нет, не запускается насос. Почему? Уже забыл, как запускать, ребят. Все, вспомнил. Пробуем. Короче, как-то так это было. Фу. Непонятно, крутилась ли свободная турбина. Вообще непонятно. Что-то я ее не слышал, в принципе. Вот, ну, надеюсь, что крутилась, ребят. Что-то надо с этим делать, уже выгонять автомобиль, пробовать по-настоящему.
На 4-ю втыкаю. Попробуем, как оно. Стартуем! Так, все, включаем. На этом все. Кому было интересно, подписывайся. Отлично!